нам знать, что ты задумал. Знать? А на кой? Знать ничего не надо. Совсем не надо. Забудь все, что знаешь о жизни. Интуиция – это священный дар, а ум – его верный слуга. Но мы создали общество, которое чтит слугу и забыло про этот дар. Альберт Эйнштейн. Что? Как это понимать? Что ты делаешь? Есть чужеродное устройство, ум хищника. Он вложил нам свой разум, чтобы мы видели мир его глазами. Кастанеда. Парни, что вы не успели сделать в жизни? Написать автопортрет. Дом построить. А ты? Не знаю. Ничего. Езжай со встречки. Нет, ты мне ответь. Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, существую», но современные философы добавляют: именно в этом кроется иллюзия. Мы подменили существование мышления. Вот оборвется. Что ты можешь о ней сказать? Да не знаю я. Ничего хорошего. Ты ведь это хотел услышать. Все, хватит. Нет, не пойдет. Разум – это фонарь, но он светит лишь до дверей. Дальше идет тьма, где нужен свет сердца. Руми. Довольно неприятный факт в том, что большинство из нас не живет, а отбывает свой срок. И вы открываете глаза утром, а в голове сразу появляется список дел, и встаем мы не по внутреннему импульсу, а потому что прозвенел будильник, потому что надо. Попробуйте сделать прямо сейчас простую проверку. Положите руку на сердце и вспомните, когда оно последний раз билось от радости, а не от кофеина, от тревоги или стресса. Когда ваше тело само захотело встать, проснуться, а не вытаскиваете вы себя за шкирку. Очень точные слова из моей практики. Я не просыпаюсь, я завожу себя, как эту сломанную машину утром. В холодное утро сначала я ее пинаю, кручу, потом заливаю кофе, и только тогда она кое-как начинает ехать. И у этого человека есть все. Семья, работа, деньги, но нету жизни. Только обязанности, список каких-то дел, еще постоянная тревога, что в любой момент все это может рухнуть. Что если ты остановишься, то ты всего лишишься. И вот вам удивительная статистика. После 35 лет 7 из 10 человек не может вспомнить ни одного момента жизни в течение недели, когда они чувствовали себя действительно по-настоящему живыми. 7 дней и ни одного момента ради этого стоило жить эту неделю. Мы оказались единственными живыми существами на планете, которые вынуждены платить за свою жизнь, а точнее за выживание в бетонных коробках. И при этом не жить по-настоящему. И вот главный парадокс. Снаружи обычно все выглядит нормально, но внутри это самая пустота, которую невозможно скрывать. И именно отсюда начинаются первые симптомы потери себя. Вы начинаете понимать, что что-то не так, и не по книгам, и не подобным видео, не по каким-то теориям, а по вашему телу, по каждому дню, по будням, по вашим собственным ощущениям. И даже вы так это называете. От моей жизнерадостности не осталось и следа. Мой ядерный реактор превратился в 1% от прежнего. Сил хватает, чтобы подняться, добраться, но не на то, чтобы жить. Это все цитаты из моей практики. И еще одна. Каждую неделю у нас планерка, и для меня это как очередной приговор. Я снова чего-то не успеваю, снова подвожу, снова не справляюсь. А в груди постоянно эта тяжесть, сжатость, вина, чувство страха, что я останусь без работы. А кто-то признается, что в реальности мне очень плохо. Хорошо только когда я выключаюсь или алкоголем, или едой, и знаю, что после этого будет еще хуже, но ничего с этим не могу поделать. А кто-то очень коротко говорит: я все делаю через силу и будто живу в каком-то тумане. Истории все разные, но тело всегда выдает примерно одно и то же. Ком в груди, тяжесть в ногах, жесткая шея, плечи. Хроническое это напряжение, которое не отпускает даже во сне. И это не про усталость, это память тела о вашем предательстве себя. И если вы узнали хотя бы в одной из этих фраз себя, значит, вы еще живы. Ваша душа кричит и еще пытается до вас достучаться. Только те, кто окончательно себя потерял, они уже ничего не слышат и не замечают. Есть одно тайное знание, которое повторяют разные традиции, но о нем почти никто никогда не говорит прямо. То, что мы называем умом, это не инструмент и не какой-то орган. Это паразитическая структура, честно говоря, которая захватила ваше сознание.
Гурджиев называл ее органом, имплантированным человеку, чтобы он не видел реальность. А Кастанеда говорил уже о чужеродном устройстве, уме хищника, который вложил нам свой разум. Ницше говорил, мышление – это лишь тень чувств, часто еще более темная. Здесь он описывает мысль как вторичный паразит, искаженное отражение чего-то. А христианские мистики говорили, что разум без тишины делает человека зверем, а не человеком. Но не всем удается дойти до этого осознания, даже до поиска этого. Многим просто некогда об этом подумать, ведь нужно много работать, чтобы немного жить. И, конечно, догадываетесь, кто чаще всего приходит к этой проблеме и с этой проблемой. Не безработные, не потерянные, а уже миллионеры, топ-менеджеры, владельцы бизнесов. Те, кто вроде бы всего достиг и уже состоялся, они достигли того, куда многие еще стремятся. И там они открывают для себя нечто удивительное и крайне неприятное. Что же там надо на этой вершине? А там или очередное падение в пропасть обратно. Однажды предпринимателем со стажем больше 20 лет сказал, как будто все, к чему я прикасаюсь, превращается в черепки. А раньше было наоборот, я превращал все в золото. И я сейчас как будто с гирями в руках пытаюсь рисовать на доске. Или возникают качели, когда тащить трудно, бросить страшно. Другой человек 7 лет живет на качелях между продать компанию и страхом потерять ими и деньги. И в реальности ему очень плохо. Хорошо только не в реальности. В ретритах, в храмах, под разными веществами. Но это лишь на время помогает. Или возникает туман и черная полоса. Другой рассказывал о черной полосе, когда все буксует. И кто-то словно вставляет палки в колеса. И вроде ты делаешь все правильно, но всегда появляется какой-то очередной сбой или проблема. Или возникает ощущение пустоты, когда человек перепробовал десятки разных методик, методов, специалистов, и его окончательно заклинило от этого. И он понимает, что дальше так нельзя, и прям говорит, дальше так нельзя. А как дальше делать, как себя вести, я не понимаю. Если делать все, что мне советуют, это 6-8 часов в день. И все равно в результате возникает и возвращается эта пустота. И там точно на этой вершине не тот праздник каждый день, а роскошный интерьер, шампанское и развлечения, как в отпуске. Другой долларовый миллионер сформулировал это так. Снаружи у меня есть все, картинка, дом, семья, статус, а внутри меня как будто кладбище. Я хожу среди надгробий своих собственных желаний. Как будто внутри меня все мертво, и кроме тревоги я уже ничего не чувствую. И здесь парадокс. Именно эти люди чаще всего хотят и прорываются обратно к себе. Почему это происходит? А потому что они уже проверили все. Деньги, власть, духовные практики. И ответа они там не нашли. Ни в зарабатывании денег, ни в достижении каких-то уровней духовности. И остается только одно место, куда они еще не смотрели. Внутрь себя. И не потому, что они этого не хотели. Конечно, хотели и пытались. Им просто что-то не дало это сделать. И про это поговорим дальше. Что уж говорить о тех, для кого сейчас остро стоит вопрос, а что вообще одеть, что поесть, чем кормить детей. И все это на фоне экономической системы, которая в режиме управляемого падения. И им, конечно, не хватило воли доказывать и зарабатывать, чтобы выйти в эту пустоту и что-то начать искать. И кто-то начинает искать духовность, попытки уйти от реальности, попытки найти ответ на вопрос, зачем это все. Но самый большой парадокс в том, что когда вы ищете истину, вы думаете, ваш ум делает то же самое, вы очень сильно заблуждаетесь. В своей практике я часто слышу, я уже все перепробовал, дальше длинное перечисление этого всего, везде искал, но как будто я сам чего-то себе не разрешаю. Даже не так, как будто что-то внутри меня же и блокирует. Но я не понимаю, что это и где это находится. И дело в том, что я что-то потерял, но я не могу понять, что это. Но я ощущаю, что это что-то самое важное. И все это начинается, конечно, с сигналов тела, которые нас с детства учат игнорировать, потом пить от этого таблетки, чтобы снять боль, потом снимать тяжесть, как-то напряжение. А медицинский факт, что митохондрии при потере контакта с собой производят на 40% меньше энергии. Сделайте простой эксперимент. Положите руку на сердце, почувствуйте его биение, а теперь ответьте честно, когда в последний раз сердце ваше билось от радости, от ожидания, от предвкушения завтрашнего дня. И через несколько минут вы узнаете, как именно ваш собственный ум создал эту сеть ловушек, тюрьму,
И самое главное, увидите какую-то личную свою ловушку из 5 возможных. В моей практике главный поворот, самый важный поворот, наступает, когда приходит осознание, что все эти тревоги, страхи, программы, роли, по которым человек живет, они не его. А его базовое, исходное состояние, состояние по умолчанию, это просто тишина без мыслей. Это полная легкость и свобода в теле, это спокойствие, уверенность, ясность, когда ответы все сразу сами приходят. И оно достигается не путешествием на какую-то гору или в ретрите, а вот прямо здесь. И вся сила находится не в том, чтобы этого достигать, а потом контролировать, а в доверии себе и этой внутренней тишине. Из нее рождается спокойствие, ясность, опора внутри, из которых уже рождаются правильные мысли и шаги. Но сначала вам нужно увидеть всю глубину этих ловушек. Потому что враг, которого вы не видите, кстати, буквально, потому что вы смотрите из него же и с его же помощью. Смотрите, оцениваете, анализируете, он, конечно, вас всегда победит. Даже прямо сейчас кому-то из вас он будет говорить: хватит это, перестань это смотреть, остановись, выключи. Прислушайтесь, ведь ему, не вам, а ему не нужна никакая истина. Нет. Будда еще говорил: ваш ум – это иллюзия, которая делает из вас пленника. Он как обезьяна, которая скачет с ветки на ветку, не давая вам увидеть истину. А Руми писал, что ум – это не твой друг, он создан, чтобы удерживать тебя в страхе, а истина приходит только тогда, когда ум молчит. И ваш ум не пытается искать никакую истину. Он ищет выживание через контроль, подтверждение своих собственных программ, укрепление своей власти. И самая большая угроза для ума – это ваш прямой контакт с вашей сущностью. Потому что в этом контакте он теряет, абсолютно теряет и быстро теряет свою власть. Он избегает этого всеми возможными способами, создавая это хитросплетение, эту огромную структуру иллюзий и обмана. И для этого он умело придумал и создал 5 ловушек и готов поспорить. Вы уже сидите минимум в 3 из них. И сейчас я покажу вам каждую, и вы узнаете в ней себя. Возможно, это будет даже неприятно, но это будет точно полезно, и это, пожалуй, единственный способ из этого выбраться. Знаете почему? Мы продолжаем годами ходить к психологам, коучам, по ретритам, тренингам, и ничего не меняется. Они пытаются дать нам выбраться из одной ловушки, а мы не замечаем остальные 4. Это как чинить протекающую крышу, когда дом уходит под воду. И ум создал эту систему из 5 ловушек, когда вы пытаетесь закрыть одну, а остальные вас утягивают обратно. И сейчас я покажу вам каждую из них. И гарантирую вам, вы узнаете в этом 3 свои. Когда вы открываете глаза утром, хватаете, наверное, первым делом телефон, запускаете свою программу самоуничижения, говорите себе, какой плохой этот будет день. Вы не сразу это замечаете, но механизм уже запускается и работает. Вы говорите себе: в 30 или в 20 я был другим, сильнее, смелее, энергичнее. Раньше было лучше. Сейчас усталость и сомнения. У кого-то дела лучше, а у меня нет. Да, я что-то сделал, но это полная ерунда по сравнению с чем-то. И вот что происходит на уровне элементарной нейрофизиологии. Зеркальные нейроны не просто копируют чужой образ, чужое поведение. Они начинают менять и перепрограммировать вашу систему ценностей, и буквально за секунды наблюдения за этим ваш мозг начинает мерить вас чужой линейкой. И, например, исследования Фейсбука и Инстаграма показали, что у пользователей уровень кортизола, гормона стресса в крови повышается уже через 10 минут прокрутки ленты, просмотра ленты, а субъективное ощущение счастья падает на целых 30%. Но есть и более глубокий уровень. Когда вы сравниваете, и в этом это первая ловушка, это, по сути, энергетический вампиризм. Когда вы сравниваете себя с другими, создается невидимый канал, по которому утекает ваша жизненная сила, а взамен вы получаете координаты чужой системе измерений, информация, которая не имеет отношения ни к вашей сути, ни к вашим задачам, ни к вашему пути. И, по сути, это чужая карта, чужой маршрут, который вы пытаетесь примерять на себя и обесценивая себя. Интересно, что когда люди начинают вести дневник и записывать уровень своей энергии, вдруг они обнаруживают шокирующую закономерность. Каждое утро начинается с мысли о том, где мы хуже, где что-то может случиться, где ты не дотянул, и уже к завтраку энергия падает на 30-40%.
Сжатие в груди, ноги ватные, тяжелые, голова тяжелая. И целое утро проходит состояние вот этой тревоги, я не тяну, обесценивания. И прямо сейчас вспомните, а с кем вы последний раз сравнивались? И где от этого появилось напряжение в вашем теле? Сжатие в груди, провал в животе – это физическое ощущение, когда ваша энергия утекает куда-то от вас в какую-то чужую жизнь. И главный секрет в том, что сравнение это работает только с масками и ролями эго. Когда вы в контакте с собой, с тем, кто вы есть на самом деле, когда вы в контакте с собой, с тем, кто вы есть на самом деле, сравнивать просто не с чем. Вы уже на 100% уже есть у себя. И это ощущается как огромное внутреннее непоколебимое спокойствие и самодостаточность. Но сравнение – это лишь только начало. Вторая ловушка еще хитрее. Она маскируется под разумность, под планирование, под рациональность. Когда календарь расписан, даже по 15 минут слотами. Когда есть список дел на 10, 40, 50 пунктов. Когда вы все считаете, оцениваете, анализируете, проверяете и планируете, в том числе сравниваете. И даже свой отдых. Планируете отпуск, отель забронирован за полгода, каждый день расписан, рестораны изучены, маршруты проложены. А в результате он превращается в работу по выполнению плана отдыха. А если что-то пойдет не по плану, то это целая катастрофа, и весь отдых испорчен. И вот что происходит на самом глубинном уровне. Контроль – это попытка убить спонтанность живого момента и затем оживить его из ума, как некий труп по вашему плану. Исследования в Гарварде показали, что люди проводят до половины своего времени, если точно в 47%, в этом блуждании ума, в размышлениях о будущем, о прошлом. И именно это состояние, именно это блуждание напрямую связано с несчастьем, независимо от того, о чем думает человек. Случай из моей практики. Человек говорит: недавно окончательно меня заклинило, и понимаю, что дальше так нельзя. А как из этого выходить, я не понимаю. И он описывает постоянное давление, тревогу, ощущение, что жизнь – это бесконечное выполнение этого цикла «надо». И перепробовал все, эзотерику, психологию. И сначала пытался даже делегировать, подвели. Потом решил все сам контролировать, сам делать. Стало еще хуже и тяжелее. И никто ничего не может с этим сделать. И вот вам квантовый парадокс контроля. Чем больше вы контролируете внешнее, тем меньше знаете свое внутреннее. И погружаясь дальше в физику, срабатывает принцип неопределенности Гейзенберга. Он работает из психики. Контроль создает иллюзию порядка. Снаружи за счет того, что увеличивается хаос внутри. Научно выражаясь, физически это работает как энтропийный насос. Вы откачиваете беспорядок из видимого в невидимое. Пытаетесь сделать порядок, создавая беспорядок внутри. И внешне кажется, что все-то под контролем, но это иллюзия, потому что внутри в вас растет это давление, этот хаос. И когда вы перегружаетесь, весь накопленный хаос, все это давление возвращается через срыв, через кризис, через провал или катастрофу. И в том числе проблемы со здоровьем. Прямо сейчас попробуйте отпустить напряжение в вашей челюсти. Почувствуйте зажатость и отпустите ее. Это одна из небольших плат, которую вы платите за контроль. Ваше тело помнит каждую попытку заставить реальность течь по вашему представленному вами расписанию. Настоящая сила не в контроле, а в том, что даосы называют увэй – действие без насилия над потоком. Когда вы в контакте с собой, контроль становится просто не нужен. Вы действуете из внутреннего знания, из своей интуиции, а не из страха что-то потерять. Потерять какую-то опору, потому что вы ее уже чувствуете, она уже у вас есть. Но есть и третья ловушка, которая еще коварнее. Она превращает вас в наркомана, который ищет любви, одобрения. И это ловушка внешнего смысла. Она самая коварная. Она превращает вас в бесконечную искателя, такую попрошайку смысла, который не может никак им напитаться. Вы делаете что-то не ради себя, разумеется, а ради одобрения, ради того, чтобы быть нужным, полезным, доказать кому-то что-то. Просто быть хорошим, не подвести. И от этого вас преследует постоянная тревога о чужом мнении. И механизм зависимости работает как наркотик. Каждое одобрение – микродоза допамина, но потребность в нем все растет. Одобрения нужно все больше, или его уже всегда недостаточно. И в древности, кстати, это называли разными именами.
Гностики предупреждали, что внешний мир – это ловушка для искр света. Каждый внешний смысл – это приманка, уводящая от прямого знания себя. Даже в «Одиссее» это были сирены. Их песни обещают знание, покой, признание, любовь, но тот, кто доверяется им, идет на этот зов, погибает. И вот что происходит, когда вы ищете смысл вовне, вы переворачиваете всю алхимическую формулу. Вместо превращения свинца в золото – внутренняя трансформация. Вы превращаете золото вашей души в свинец этой зависимости, которая ощущается этой самой тяжестью. Поэтому откуда бы взялась такой длинная очередь на Эверест? Но что после него? Эйфория? Наоборот, глубокое опустошение. И даже разочарование. Ведь любой смысл, который приходит извне, это никакой не смысл. Это иллюзия смысла. А настоящий смысл всегда рождается изнутри, из контакта с собой, когда вы знаете, кто вы есть на самом деле. Внешнее одобрение становится просто приятным дополнением, просто благодарностью, следствием, а не какой-то жизненной необходимостью. Но четвертая ловушка, она еще хитрее. Она заставляет вас играть роль до полного истощения. Четвертая ловушка превращает вас в коллекционера масок. Один день – набор личностей. С утра это заботливый родитель, который готовит завтрак, скрывая за улыбкой раздражение, или уже не скрывая. Или в 9 утра, в 10 это уверенный профессионал, у которого уверенно звучит голос, но внутри страх и синдром самозванца, страх провалиться. Днем это душа компании, которая говорит шутки, но внутри желание побыть одному. А вечером это отношения, в которых нет честности, доверия, открытости, а только усталость от этой игры. И перед сном скроллинг телефона, потому что себя-то уже не осталось. В древних традициях это даже называли одержимостью. В Вуду есть понятие луа – духи, которые оседлали человека. Каждая социальная роль – это как луа современности. Такой дух, роль матери овладевает вами, и вы говорите ее словами. Или роль начальника захватывает вас, и вы действуете по ее сценарию. Физическая цена очень реальна. Каждая смена роли – это сильное мышечное перенапряжение. Особенно, если вы не чувствуете себя в ней комфортно. А, конечно, роль не дает вам комфорт, когда у вас и нет его изнутри. И лицо болит от этих улыбок фальшивых, спина от правильной осанки. В тибетском буддизме это даже называют ложным тулку, симуляцией просветленного. А психологи из Стэнфорда обнаружили, что если вы удерживаете роль, то это требует от вас на 15-20% больше энергии, чем при естественном поведении. И это даже небольшая оценка. На самом деле больше 50. То есть, играя очередную социальную роль, в которой вы не чувствуете себя естественно, которую вы боитесь, из которой боитесь выпасть, вы быстрее истощаете ресурсы и мозга, и тела. И типичный случай из моей практики, когда человек снаружи успешный, 2 или 3 детей, семья, дело, работа, он для других пример для подражания. Все говорят ему: у тебя все хорошо. Но внутри каждое утро он просыпается с мыслью: а я так не хочу жить. Я не вижу в этом смысл. Его роль отца, кормильца, поддерживает семью, но собственная душа давно потеряла смысл жить. Или другой случай был, когда человек не мог ответить: а кто я без этих всех своих ролей? Или я испытываю тревогу и напряжение от этой роли, которая мне не нравится, которая мне надоела. Или без нее у меня просто начинаются панические атаки. В груди будто черная дыра, и я все время зажат как бы в тисках. Когда вы в контакте с собой, роли становятся как одежда, которую можно одеть и снять. Когда вы потеряли себя, роли превращаются в вашу смирительную рубашку. Или что-то неотделимое от вас, как будто вы можете снять маску эту только вместе со своей головой. И здесь возникает 5-я ловушка, которая замыкает всю эту систему и превращает вашу жизнь в бесконечную гонку по кругу за призраками. 5-я ловушка – это ловушка цикла достижений. Когда есть какая-то цель, что-то надо, возникает напряжение, естественная реакция. Идет процесс трудного преодоления достижения. Затем несколько минут, иногда минут действительно радости, иногда часов или дней. Но обязательно после этого провал, пустота. И тогда появляется новая цель как ответ на эту пустоту. В буддизме это называется микросансара. Каждое достижение – это как смерть и перерождение. Вы умираете как стремящийся к цели и рождаетесь как достигший ее. Чтобы мгновенно умереть, как достигший, и родиться, как стремящийся к новой цели.
И еще один случай из моей практики. Много лет человек достигал, потом много лет черная полоса, все опять буксует, как будто кто-то вставляет палки в колеса, и вроде он все делает правильно, но очередная проблема все рушит, буквально рушит. А другой описывал это так. Раньше все росло само, а сейчас я не могу удержать текущее дело. Большой кассовый разрыв, я еле закрываю его. Но главная боль, она даже в другом. А ради чего я все это делаю? Ведь жизнь этих достижений, достижение – это не красивое какое-то слово. Иногда достижение – это просто дожить до зарплаты. Она все равно похожа на труд Сизифа, который получает удовлетворение каждый раз, когда камень достигает вершины, но затем, после этого секундного всплеска допамина, отчаяние, разочарование, стресс, когда камень катится вниз обратно, и потом он снова катит камень и продолжает снова и снова это делать, и уже не потому, что он хочет этого, а потому, что он кому-то должен его катить. Или потому, что если он его отпустит, то он тебя и всех за тобой раздавит. Достижение превращается в способ не чувствовать, избегать себя и этой пустоты внутри. Пока ты бежишь, не нужно останавливаться и встречаться с собой. И уже не важно, куда ты бежишь. На работу, в марафон, в ретрит. Важно, что ты бежишь от себя. Поэтому у многих и нет сил. И нету смысла, и нету желания, нет вкуса. И никакой возможности из этого выпутаться. Утром сравнение съедает 20% энергии, днем контроль забирает еще 30-40%, вечером роли высасывают еще 25%, ночью погоня за внешним смыслом, последние 20%, остается 5%, максимум 10% на выживание. Но дело не только в этой энергии. Дело в том, что эти 5 ловушек создают тотальную изоляцию от того, кто вы есть на самом деле. А что такое вообще этот контакт с собой? Ведь в возрасте от 3 до 7 лет с каждым из нас произошла катастрофа вселенского масштаба, но в масштабе отдельной вселенной. Нейробиологи даже придумали для этого название – синаптический прунинг, массовая гибель нейронных связей. Но они не говорят главного. Умирают именно те связи, которые отвечали за прямой контакт вас с вашей сутью. До этого момента вы были целостными, конечно, этого не помните, но были. Вы получали радость просто от существования, от дыхания, от ощущения движения, от того, что вы есть. Не нужно было никаких достижений, условностей, признаний, смысла где-то вовне. Вы сами для себя были смыслом. Но потом произошло первое предательство себя ради любви родителей. Вы поняли, чтобы выжить в человеческой стае, нужно отрезать этот контакт с собой, как ящерица отбрасывает хвост. Как это работает сейчас? Когда вы видите и убираете эти программы и ловушки, буквально сразу уходят блоки и зажимы в теле. Оно мгновенно откликается и легкостью, и теплом. В голове появляется ясность и непривычная тишина вместо обычного потока и хаоса из мыслей. И секрет этого возвращения, пожалуй, самая охраняемая тайна всех духовных учений, что контакт с собой, его невозможно потерять. Невозможно потерять окончательно. Можно просто перестать его сознательно, перестать его замечать, отказаться от него, потому что подлинное «я» никуда от вас не уходило. Оно здесь, прямо сейчас читает эти слова, слышит эти звуки. Просто поверх него наложено столько шума, столько разных масок, условностей, фильтров, защит, что кажется, что его нет. Но в момент между двумя мыслями, в паузе между вдохом и выдохом, в тишине после того, как вы отключаете телефон, остаетесь в этой тишине. Оно появляется, оно здесь, оно всегда было. И контакт с собой восстанавливается не через поиск, не через усилия, а вот то, что и называют остановка всякого усилия. Когда вы перестаете убегать от себя через достижения, через то, чтобы сыграть какую-то роль, прийти куда-то, через сравнение, остается то, что всегда у вас было. Но есть цена, и она довольно болезненная, и она больше, чем вы думаете, и гораздо болезненнее, потому что корень всех этих ловушек лежит в том самом важном предательстве, которое копилось еще с вашего детства и достаточно давно, и долго. И чтобы вырваться, придется с ней встретиться. А точнее встретиться с попытками вашей души до вас достучаться. Но про это расскажу дальше в следующем видео. Что думаете, что чувствуете, напишите про это в комментариях. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Поделитесь им с вашими друзьями и знакомыми.
И подпишитесь на канал. Ваша подписка – это просто нажать кнопку. Мне будет приятно. Это мотивация для меня делать следующие видео. Ну, еще вы точно не пропустите следующее интересное видео. А еще больше будет в моем телеграм-канале. Увидимся.